Сергей Рептов, мы находимся в студии Правила на Бали. И мы решили снять для вас небольшой ролик о том, как же работает Правила на самом деле. Это наша студия на Бали, уже 4-я студия этого проекта. Проект называется Правила World. Идея в том, что мы строим студии в разных странах, и до этого было Перу, Вьетнам, была студия в Москве, и вот недавно мы открылись на Бали. Собственно, вот это Чингу, Эко-Бич, рядом серф-спот. И задача наша – это заниматься здоровьем, оздоравливать людей, делать ретриты. Абсолютно разные практики, разные мастера к нам приходят, женские, мужские практики, любые. Вот. Но центр всего этого тренажер Правила. Вот. И про него сегодня как раз таки будет наше видео. Которые сегодня будут у нас участвовать в этом видео, все они являются мастерами своего дела. Они все давно делают ретриты, практикуют, имеют большой опыт взаимодействия с йогой, с очень многими разными практиками, и именно поэтому мы сегодня их выбрали. Поэтому приятного просмотра, и я надеюсь, вам понравится. Плечи вверх, чуть-чуть по кругу назад, затылок вытянули. Все, и отсюда через центр руки полностью расслаблены. Мы себя из центра начинаем подкручивать. Стопы плотно стоят на полу, пальцы не отрываются. Колени специально не закручиваются. По сути, здесь все движение происходит очень естественно. Есть какой-то вектор вытяжения вверх. И корпус от пупка до макушки, он как такая единая конструкция слитая. И представляешь, что это просто один монолитный блок, который вращается, за ним следуют руки, и у тебя цельная линия. Это упражнение отличное, каждое утро можно делать. И не только утро, кстати. Ага. Следи, чтобы таз был ровный, да, чтобы... Ага. Если правильно все отстроить, то будет ощущение именно такой монолитной конструкции внутри. Затылок тоже всегда чуть-чуть вытягивается, чтобы голова была ровно над тазом, как будто одна линия у нас проходит. Даже когда тело остановилось, все равно там есть какое-то движение, вибрация. Звук, возможно, какой-то изнутри. Да, и, возможно, тело начнет само какие-то положения принимать, где-то что-то подкручиваться, то есть включится такая спонтанное спонтанное желание тела принять другое положение и за счет каких-то микроизменений, покачиваний выстроить ту самую линию. То есть, чтобы долго повисеть, конечно, логичнее выбрать комфортно относительно для себя. Да, и потом на последние минуты или две ты чувствуешь, что вот хочется, если тебе этот взрыв сделать, да, чтобы именно вот очень сильно взбодриться потом, чтобы прям энергия пошла, тогда ты поднимаешься чуть выше. Ну, после каждого раза, когда я прошу опустить, ты говоришь, молодец, это очень подбадривает. Да, ну потому что я правду говорю, потому что я вижу, как люди через занятия, как они вообще проживают, это же целая маленькая жизнь вообще, столкновение с чем-то. Через дыхание тоже хорошо настраиваться, через глубокие вдохи и выдохи.
удивительное, конечно, состояние. Особенно, когда была уже не одна практика и есть чем сравнить. И если первая практика прошла состоянием полного погружения в себя, весь процесс, когда ты наблюдаешь за тем, на что способно твое тело, к чему оно готово, и с уважением отдаешься в это. И у тебя абсолютно нет никаких мыслей, рассуждений, есть только полное доверие своему телу и тому, что происходит. То второй раз опыт был совсем другим, и было ощущение, что все мысли мира накрыли голову, тело сопротивлялось и не хотело идти дальше, хотя перед практикой у меня было ощущение, что я могу сегодня абсолютно все, и провисеть огромное количество времени, и даже сделать какие-то новые движения, новые скручивания, новые положения, но нет. И здорово, когда ты все-таки умеешь немножко с уважением относиться к этому состоянию и просто наблюдать за тем, что происходит с телом. И я поняла, что правило для меня практика, которая перезагружает подсознание практически полностью. Это как если бы мы перекрыли, как это правильно называется? Загрузка. Да, когда мы делаем перезагрузку и перекрываем себе сонную артерию, выключаемся. Ну, тут такой же процесс, только он может быть не такой страшный, как с перекрытием. Ты обновляешься полностью, это как нажать кнопку «Перезагрузка». И это, наверное, один из самых доступных и безопасных способов убрать зажимы из тела, которые есть. Это не больно. У меня была достаточно серьезная травма, примерно вот в этой части тела, внутри, после серфинга. Я получила 3 месяца назад доской во время катания. Это было очень больно. Я думала, что на первой практике боль просто не позволит мне даже подняться с пола. Но то, что я не могла убрать до конца 3 месяца, ушло после первой практики. И пришло очень много энергии, очень много сил. И было ощущение, что во всех сферах моей жизни нажали на кнопку «Пуск». Очень многое поменялось за последнюю неделю. Это даже невероятно. Я осознала все это только сейчас, когда я пришла второй раз. Я очень благодарю за то пространство, которое создано именно здесь, именно на Бали, именно у океана в Ченгу, Сергеем, потому что это действительно помогает тебе мягко проходить все свои внутренние процессы и делать все наилучшим, наивысшим образом. Поэтому я очень сильно благодарю. И это отличный инструмент работы с запросом, работы со своими зажимами, со своими страхами и с количеством энергии в теле и в сознании. Спасибо большое. Правило – это то, что дает тебе возможность глубоко, из самого глубокого, самого подсознательного достать свою боль. Если у тебя есть травмы, например, у меня в прошлом было несколько аварий, которые повредили тело, и на уровне подсознательного остался этот отпечаток в теле, с которым ты в жизни как бы не сталкиваешься, так как у тебя больно, ты не идешь в эту боль. И она остается. И вот за счет того, что можно добиться через правило, именно вытянуть глубоко из подсознательного на уровень сознания, что у тебя там больно, и проработать это в том смысле, что ты допускаешь эту боль, ты переходишь вот эту грань страха, что может что-то еще больше повредиться, или вот эти все установки и убеждения, когда ты входишь просто в состояние такое транса. И Сережа очень круто помогает, уже создавая эту атмосферу, создавая это поле. И с этим тренажером мне лично удалось сегодня прям поднять
проработать и осознать, а если уже на уровне сознания к тебе это приходит, ты можешь с этим это интегрировать. У нас наше тело имеет бесконечные возможности, как мы можем наши травмы проработать. Не обязательно, вот, если что-то произошло, ходить и быть травмированным. Мы можем себя восстановить и вылечиться. Поэтому очень крутая практика, очень крутая техника. Я только что закончил, поэтому нахожусь еще вот в этом трансе, потому что очень больно было. Но в тот же момент боль, она как иллюзия, она пришла, потому что она, Бог лечит болезнь, боль это Бог лечит. И вот его уровень с нами вот, взаимодействовать, это очень крутая вещь. Сейчас боли никакой нету, сейчас подъем очень сильный гормонального фона, потому что тело за счет буквально несколько минут такой практики вырабатывает очень много эндорфинов. В тот же момент и тестостерон, который нужен для, когда у тебя прям больно-больно делать, у тебя включается парасимпатическая или как ее, симпатическая система, которая вырабатывает не только стресс. Если не входишь в состояние стресса, расслабляешься, позволяешь своему телу, то вместо вот гормона кортизола твое тело начинает тебе, оно само начинает тебя лечить. Ты управляешь этими процессами, у тебя вырабатывается тот же эндорфин, или как он называется. В общем, просто для каждого, кто когда-либо был связан с какой-то травмой и не знал, как это прорабатывать в суставах, в теле, то правило — это один из самых мощных инструментов туда войти, в эту проработку. Я сейчас прошла. Ребята, сейчас я прошла практику на Правила World. Это то, что создал Сережа в Чингу. Это то место, где вы можете совершить полет навстречу к своему телу и к самому себе. То есть это действительно очень сильное место, где ты можешь прислушаться к своему телу настолько, что оно тебе раскроет именно твои возможности, и ты здесь способен услышать действительно себя. Поэтому я каждому советую здесь побывать и погрузиться в это таинство, именно таинство самого себя, своего внутреннего мира. Благодарю. Приветствую вас, друзья!
Хочу начать свою речь с того, что я уже определенное время исследую способы для того, чтобы человек мог сам оздоравливать себя, свое тело, пришел к тому, что он может самоисцеляться. И данный тренажер Правила, я с ним познакомилась почти 2 года назад, изучая традицию казачьего спаса. Но, увы, у меня не получилось все-таки раскрыть для себя его глубину, потому что конструкция не соответствовала моему внутреннему запросу. И так сложилось, что вот я попала сюда и познакомилась с такой удивительной просто для меня вот конструкцией, которая смогла провести меня глубже и дальше к себе, для того, чтобы иметь очень интересные опыты. Хочу сказать о том, что данный инструмент использовался в древности у наших древних славян для закалки тела и духа. И он настолько многофункционален и имеет очень широкий спектр влияния на тело, на энергетику, на сознание человека. И в частности, для меня более интересно, конечно, изучение его с точки зрения усиления энергетики человека, усиления его внутренней силы, на которой базируется наше развитие дальнейшее. Без силы мы двинуться дальше не можем. И на увеличение воли, потому что воля, по сути, является ключом в сферу духа. Поэтому для меня было очень интересно познать его с другой стороны, для того, чтобы иметь более глубокий опыт. Вот, собственно говоря, я открыла для себя это удивительное место и имела самые глубокие погружения и открыла то, что вообще, на что вообще способно наше тело. Данная вообще машина может быть точкой входа для погружения в свое подсознание, для решения различных вопросов, которые могут быть связаны с психотравмами, полученными в детстве, с какими-то определенными эмоциями неосознанными, которые человек может производить. И это может даже быть связано с параллельными нашими воплощениями, определенными блоками, которые могут идти не одну жизнь, тянуться. Все это можно проработать здесь, сформировав правильный запрос, сформировав правильное намерение внутри себя. Поэтому это действительно уникальный инструмент, наверное, один из самых мощных, которые вообще существуют на данном этапе. Хотелось бы, чтобы он жил, развивался, и все больше людей могли узнать об этом. Это действительно индивидуальная работа, индивидуальное погружение. Это то, что может вывести человека на новый уровень развития, если он будет в правильном месте, если он попадет к правильному проводнику. Вот здесь сейчас это место набирает силы, набирает свою мощь и способно делать очень-очень глубокие путешествия. Так что благодарю от всей души и желаю вам идти, изучать себя, не бояться этого. Благодарю. Несколько слов о студии. Когда я приехал на Бали, я планировал здесь построить студию, и у меня в голове была мысль, что это что-то должно быть с видом на океан и на небо.
потому что когда все пространство, там, или 50% пространства занимает небо и океан, что-то абсолютно бесконечное, люди погружаются в особое состояние. И задача наша создать место, в которое человек попадает, и происходит маленькое подключение к чему-то большему. То есть он живет своей обычной жизнью, попадает к нам, получает очень какой-то мощный опыт и уходит обратно уже измененным.